Спросили Ferrari, пожалуйста, вот красавица Ferrari Berlinetta и ее владелец Алихан, который столкнулся с множеством трудностей в период владения этим автомобилем. Когда ты его впервые приобрел и где? Купил ее в Авилоне 3 года назад, приобрел. Был май месяц, апрель-май месяц. После эксплуатации, там буквально месяц-полтора, я обнаружил дефект на задних крыльях. Сдутие краски, после чего я обратился к дилеру. Они мне сказали, что у них аккредитации нету проводить логопокрасочных работ. Езжай в Меркури, они вам по гарантии сделают. Я после чего приехал в Меркури, они мне покрасили машину. Через 2 месяца после покупки? Да, они мне покрасили машину. Я забрал ее, приехал, покатался месяц-полтора. У меня опять же тот же дефект, на том же месте. Такая же история. Я приезжаю в Меркури, они мне говорят, давайте мы перекрасим еще раз. Они перекрасили еще раз. Я забираю машину. Та же самая история. Я покатался месяц-два, опять сдутие краски. Опять же еду в Меркури и начинаю с ним уже, конечно, не разговаривать, как в первый раз я приехал, там, а уже начинаю там возмущенно с ними на высоких тонах разговаривать. И они говорят, ко мне подходит директор Ferrari и говорит, что больше они красить машины мои не будут, потому что это заводской дефект. Типа так и катайся, что ли? Нет, они мне говорят, мы будем менять вам крылья. Мы будем писать запрос на завод, чтобы они вам заменили крылья. А заменить крылья, там их варить, вываривать, там все эта история там долгая очень. И я не знаю, как они в России будут делать. Я знаю, что как они в Италии делают. Сделали на заводе и пригнали сюда. А как они здесь на месте будут крылья делать с кривыми своими руками, я не знаю. Ну, в общем, это будет уже не автомобиль, а конструктор, получается, да. И тебя это не устраивает. Да, меня это не устраивает. Как показала экспертиза, что это неустранимый дефект, заводской брак металла. Смотри, здесь уже отвалилось, а здесь, видишь, начинает пузыриться. Вчера со мной связывается менеджер по имени Станислав и говорит, что они написали на завод, а ответа никакого пока нет. И ждем. Я говорю, ну хорошо, сделайте повторный запрос. И пускай как можно быстрее ответят. Они говорят, мы повторный запрос писать не можем. Пока мы написали один раз, и мы должны дождаться ответа. И пока мы не... А если его вообще не будет? А я так и спросил, я говорю, а если его вообще не будет? Они говорят, тогда ничего, ждем. По закону продавец в любом случае несет гарантийные обязательства, и если у него нет какой-то там аккредитации на что-то, это он должен искать какие-то компании, у которых эта аккредитация есть на проведение каких-то гарантийных работ, но никак это не задача потребителя искать эти компании. Вот. Тем не менее, Авилон ответил на претензию Алихана, что извините, у нас нет аккредитации, мы вам вообще ничего красить не будем. В результате Алихан оказался здесь, на Рублевке, ну и здесь ему тоже ничем помочь не могут, кроме составления какого-то e-mail в Италию и ответа, что ждите ответа, сколько понадобится, столько и ждите. Но нас такая позиция дилерского центра категорически не устраивает, поэтому мы сейчас пойдем вручать им претензию. Ну что это, Андрей, приятно, когда покупаешь машину за 25 миллионов рублей, и ты ездишь на нем как на ржавой, я не знаю, какой колымаге, где краска отлетает на ходу. Нет, отношений просто никакое, просто никакое. Тебе приходится самому вызванивать, звонить по 10 раз, ждать на линии, пока тебе ответят. Это вообще... Масочки оденьте. Как это? Ну вот, возьмите масочку. Ты вон оттуда вот, что так идешь, вот так вот? Ты вот там, где стоял, там и стой. Давай, давай. Здрасте. Здравствуйте. Ну, вопрос простой. Сколько ждать гарантийного ремонта? Ну, начнем с того, что, я так понимаю, машина все-таки не у нас куплена, и претензии должны предъявляться продавцу.
Претензия 3 месяца назад предъявлена продавцу. Продавец отфутболил клиента к вам, сказал, что у них нет какой-то аккредитации на покраску автомобиля Ferrari. Нет, ну то есть к нам отфутболили, а мы должны на себя эту проблему взять, что-то не совсем понятно. А кто должен ее взять на Ну, себя? тот, кто продавал, тот и должен. А, то есть вы не будете чинить по гарантии? Нет, не будет. Не будете? Нет, если нам будет завод поставить нам эту задачу, значит будем, а пока у нас такой задачи нет. Подождите, есть клиент, который купил автомобиль Ferrari по гарантии, я так понимаю, в России только вы их красите, но вы не хотите. Я правильно понял? Причем не хотите. У нас нет, скажем так, нет одобрения от завода, чтобы мы это делали. Если будет, покрасьте. Если будет, конечно. Запрос вы написали, я правильно понимаю? Ну, сколько обычно ждут ответа на такой запрос? Я не знаю, пока нет ответа. Сколько угодно. Да. Смотрите, у нас есть официальное письмо от Вавилона. Я хотел бы, у нас претензию хотели по этому поводу вручить вам. Вопрос, а кому? По поводу претензий, это все юротдел. А юротдел где? Через юридический адрес отправляете претензию. То есть никакой претензии не примете? А как, вы на ресепшн тоже не примете? Только через почту. Вы можете напрямую написать на завод, если вы нам... В Италию? Да, почему? На итальянском? Почему на итальянском? Можно на английском языке написать. Они вполне нормально общаются на английском языке. А на А зачем мне этим заниматься, если вы официальный дилер? Нет, Вы официальный дилер? Подождите, вы не верите нам? Я говорю, то, что у нас одобрения на замену и окраску ваших крыльев нету. Да. То есть, если вы нам не верите, вы можете написать на завод. А что мне теперь делать? Я не знаю, что... Но у вас одобрения нету. Бесплатно мы не можем это делать, да? То есть, либо мы сами должны за это Ну заплатить. как-то пытайтесь найти людей, которые достучатся до завода. Это же ваше... Пытаемся достучаться. У вас есть представитель официальный в России, который Просто общается? вы говорите, что вам Вавилон дал бумагу о том, что все подтвердили. Да. Но если бы такая бумага была бы, значит, соответственно, нам бы дали бы распоряжение это сделать. Ваш директор Андрей пришел мне и сказал, что больше они эту машину красить не будут, что у него есть распоряжение свыше, там от кого-то, я не знаю, от руководства, что больше эту машину не красили, это заводской брак. Ну, хорошо, Я- это да. признано, что это заводской брак, я так понимаю. Но я не знаю, как это Андрей признал, я не знаю, Не, он там не про Андрея, может это на глаз или на Уважаемый. язычок сделать, я не знаю, но просто, а вот там потом экспертиза была, да. Экспертиза подтвердила, что это заводской Да, дилер, да, правильно да. понимаю? Продавец сказал, что у них нет аккредитации, обращайтесь в Рублевка сервис. Мы, собственно, к вам и приехали. Что это завод так сказал, им обратиться к Меркурию. Где это вот то, что они так сказали? Где это письмо? Вот там есть письмо. Сейчас покажу. Извините, что я вынужден экстренно прервать этот выпуск, просто мне очень захотелось этот поток негатива прервать позитивной новостью. Мне очень хочется рассказать вам, что на канале СНОП вышел цикл фильмов «Россия – страна возможностей» про то, как молодые люди делают бизнес в разных регионах нашей страны, делают бизнес с нуля. Это действительно очень интересно посмотреть. А самое главное, это очень интересно посмотреть на контрасте с этим вот крупным бизнесом, который вы видите в этом ролике, где людям, купившим автомобили за 25 миллионов рублей, на полном серьезе предлагают ехать чинить их по гарантии в Италию, переписываться с региональными менеджерами по WhatsApp на английском языке и прочее вообще безумие. Смотрите на канале СНОП цикл фильмов про молодых бизнесменов с горящими глазами, которые открывали свой бизнес с нуля по ссылочке в описании. Ну а мы вернемся к нашим старым друзьям. Есть решение суда, где установлено, что это производственный брак. И если завод не одобрит, то все равно вы откажете в гарантийном ремонте, даже несмотря на решение суда? Так что ли? Не, вопрос не в этом. Вопрос в том, что нам-то это кто-то должен компенсировать, правильно? Если это производственный брак, значит, нам должен это компенсировать завод. Либо, то есть у нас либо это оплачивает ремонт, либо клиент, либо завод. Если это производственный брак, значит, должен компенсировать завод. Вот завод нам пока никакого одобрения на замену крыльев не дал. Вопрос такой, а почему это должно быть проблемой клиента? Это ваши какие-то Я не отношения знаю. с Вот заводом? Смотрите, давайте так, вы просто меня спросили, можем мы принять машину? Я говорю, что мы не можем принять машину, потому что у нас нет одобрения. Даже принять не можете без одобрения завода? Да. То есть на закон вам тоже наплевать? Что это за закон? Ну, по закону защиты прав потребителя вы обязаны его принять как минимум. Чинить, не чинить вы можете еще подумать, но принять обязаны. Прямо в законе написано. Меня это, возможно, мы и примем, да, только когда у меня будет на то время. Вот на данный момент у нас запись полная, мы не можем принять автомобиль. Меня Сергей зовут. Станислав, смотрите, по этой машине с нашей стороны зональному менеджеру Ребекке, знаете такое? Да, знаю. Зональному менеджеру Ребекке было
было передано полностью результаты экспертизы, вся информация по машине и вся история, которая сейчас происходит. Ребекка сообщила, что автомобиль необходимо отправить к вам на Рублевку. И дальше сообщить о том, что машина находится у вас, и дальше она там будет с вами как-то общаться на эту тему. Поэтому мы со своей стороны так и делаем, как нам было сказано. Ребята в курсе, у них есть результаты экспертизы, у них есть все, я им все отправил полностью. Просто мы со своей стороны все, что необходимо, мы делаем. Ну, я понял. Со своей стороны вы просто переложили это на нас. Вопрос... Мы просто не имеем права выполнить этот ремонт. Ну, понятно. Ну, в данном случае, пока у нас подтверждения нет, мы тоже не можем взять машину в работу. Алло, да. Ну, просто я думаю, что как бы я не понимаю, чем я могу в данной ситуации помочь. Если я все уже со своей стороны делал, все могу. Ну, вот мне говорят, что у вас есть официальное подтверждение о том, что данная работа согласована. Вот у нас его нет. У вас Нет, это у тоже нас по есть сути слова. подтверждение предоставить машину на Рублевку сервис. Это мы сделали. Ну, это слова, я так понимаю, да? Почему? У нас есть переписка внутренняя, к сожалению, я вам не могу ее показать, но у Ребекки есть полностью вся информация. И это не просто так мы придумали с потолка, а у Александра есть официальный ответ с нашей стороны о том, что мы не уполномочены выполнить ремонт данного автомобиля и просим отвезти его на Рублевку сервис. И со своей стороны письмо официально Ребекке тоже написано. И она знает, она согласовала передачу автомобиля на Рублевку сервис. Ну, я вас услышал, будем пытаться связаться с Ребеккой, что она может быть нам какой-то. Я думаю, что нужно прямо вот непосредственно написать ей по WhatsApp. Я уверен, что у вас есть люди, которые с ней общаются очень плотно. Написать просто по WhatsApp. Этого будет достаточно, мне кажется, для того, чтобы дело Очень плотно, это как? Да, спасибо, Станислав. Конечно, да, до свидания. Будем пробовать связываться с Ребеккой. Ну что, вы увидели, как относятся к покупателю одного из самых дорогих автомобилей, который вообще в принципе продается на российском рынке. Вот в этом вот дилерском центре Рублевка сервис. Честно говоря, я в шоке. Я много видел дилерских центров. Вот мужики говорят, что нормально, к ним относятся хорошо, но они, видимо, не были в салоне АвтоВАЗа просто потому, что даже там клиентам относятся лучше. Я немножко удивлен. Ну, почему? Я конкретно удивлен, если честно. Я каждый раз сюда приезжаю и поражаюсь этому человеку, который купил машину за 25 миллионов рублей, у него имеются какие-то претензии, предлагают поехать на Почту России, отправить претензию почтой, а за гарантийным ремонтом предлагают отправиться в Италию. На мой взгляд, это просто хамство. Но не хотят принимать претензию, ладно, направим ее другим способом, но если они все-таки не отремонтируют этот автомобиль по гарантии, пойдем через суд его возвращать обратно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео. С вами был Ярдрей, дальше будет интересней.